Всем привет! С вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сегодня приготовим простое, очень вкусное и любимое с детства безе. Существует 3 базовых рецепта приготовления меренги. Я покажу классическую французскую меренгу, которую совершенно несложно готовить, а чтобы избежать ошибок в приготовлении безе, необходимо соблюдать некоторые нюансы. Итак, приступим. Для безе нам понадобится 5 яичных белков, 250 граммов сахарной пудры, лимонный сок и ванилин. Для начала отделяем белки от желтков. Старайтесь делать это очень аккуратно, чтобы ни капли желтка не попало к белкам. Выливаем белки в чашу миксера. Добавляем несколько капель лимонного сока и на небольших оборотах начинаем их взбивать. Замечу, что можно взбивать белки как холодные, так и комнатной температуры. И ни в коем случае нельзя высыпать сахар, пока белки не взбились. Иначе у вас получится обычная белково-сахарная глазурь, а не меренга. Как только белки покрылись воздушной шапкой, увеличиваем обороты миксера и взбиваем, не добавляя сахарную пудру, до пышной, практически устойчивой пены. А пока белки взбиваются, хочу отметить, что чаша миксера и венчик должны быть абсолютно сухие, чистые, без капли жира и влаги. Отдельно в просеянную сахарную пудру добавляем ванилин, перемешиваем и, не прекращая взбивания, малыми порциями, буквально по столовой ложке, начинаем всыпать пудру в хорошо взбитые белки. Белки без сахарной пудры я взбивала в течение 4 минут и еще 10 минут после того, как полностью высыпала всю сахарную пудру. Вместо сахарной пудры можно использовать обычный сахар, но в таком случае время взбивания значительно увеличится. Наша белковая масса полностью готова. Она очень хорошо взбилась, плотная, глянцевая и прекрасно держит форму. Берем большой кондитерский мешок с зубчатой насадкой и перекладываем готовую белковую массу. Отсаживаем меренгу на пергаментную бумагу, тефлоновый или, как в моем случае, силиконовый коврик. Безе можно приготовить абсолютно любой формы и размера. А если вы хотите получить разноцветное безе, то добавьте в готовую белковую массу несколько капель пищевого красителя. Классический рецепт меренги подразумевает использование только яичных белков и сахара. Но чтобы разнообразить вкус и текстуру этого воздушного лакомства, в готовую массу добавляют измельченные обжаренные орехи, ореховую муку, кокосовую стружку, цедру лимона или апельсина, мак, кунжут, шоколад, какао-порошок и другие добавки. Отправляем подготовленный противень в заранее разогретую духовку, температура в которой 100-110 градусов, и выпекаем, а точнее подсушиваем меренги в течение 1-2 часов в зависимости от размера пирожных. Я подсушивала безе при 100 градусах в течение 1,5 часов. Одним из признаков готовности безе является то, что оно легко снимается с коврика. Готовые пирожные получаются белого или слегка кремового цвета. Они очень хрупкие и легко рассыпаются при нажатии. Безе – это удивительно нежное и вкусное лакомство, которое любят как дети, так и взрослые. Используют безе как самостоятельный десерт, а также в составе различных тортов, таких как киевский, графские развалины, сникерс, Анна Павлова, Эстерхази и многие другие. Приготовьте это хрустящее сладкое чудо у себя дома, и я уверена, что у вас обязательно все получится. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот десерт, ставьте пальчик вверх, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. А если вы впервые у меня на канале, рекомендую посмотреть плейлисты, торты и десерты. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов!